Это Лия, главный персонаж игры Dreamcatcher, в разработке которой я занимаю должность художника. И всего за 10 дней до создания ее 3D модели существовал только Sketch, а Blender был у меня только на кухне. Как именно мне удалось без каких-либо навыков создать собственную 3D модель за 10 дней? Обо всем в этом видео сейчас. Видео, созданное капитаном моделирования человеком. Материал не является туториалом и гайдом автора, не несет ответственности за потерянное время, потерянный связь, все спойлерной информации, случайное мнение, автор может не согласиться с собственным мнением. К просмотру рекомендую совсем быстро. Изначально даже идеи делать 3D модель не было, я просто нарисовал скетч. Тем не менее, именно его я использовал как основу. Первое, что я сделал в блендере, была обычная лампочка. При этом, работая над ней, я спрашивал нейронки каждое следующее действие. Но уже следующее, за что я взялся, была именно моделька Лии. На протяжении всех 10 дней я буду заниматься именно ей. Без пончиков. В процессе моделирования я использовал огромное количество референсов и гайдов по созданию лоу-поли персонажа. Лучшим рефом стала, конечно же, эта картинка с Пинтереста. Это просто поджаренный. Проблема, с которой я столкнулся прямо на старте, была довольно странная. Однако это не отменяет факта, что вы тоже можете с ней столкнуться. В блендере можно размещать референсы. В разных туториалах я видел, что люди ставят референсы персонажа спереди и сбоку и как-то работают. По какой-то причине я подумал, что мне нужно буквально обводить референс. И начал моделировать. Моделировал. А все по той причине, что референс не предназначен для того, чтобы делать модель, опираясь только на него. Он всего лишь вспомогательный элемент, и не более. Достаточно простая мысль, правда? Мне пришлось потратить пару дней, чтобы к ней прийти. В один момент я понял, что мне не хватает знаний блендера. Из-за того, что я не мог использовать базовые функции даже на 50%, мой процесс сильно стопорился. Поэтому я пошел смотреть YouTube. Найдя какой-то случайный курс, я отсмотрел все, что было мне нужно, и продолжил работать в более приятном режиме. Поэтому и вам могу посоветовать прежде всего ознакомиться с матчастью. Когда я подобрался к голове модельки, все было нормально. Одна из самых сложных частей были именно волосы персонажа. У меня ушло дня 3 на то, чтобы привести их в нормальный вид. Я искал много гайдов, очень много референсов, пытался практиковаться в создании более упрощенных волос, но ничего не выходило. Вплоть до того момента, пока я не наткнулся на это. Волосы состоят из двух главных частей, передняя и задняя. Передняя — это по сути челка. Для создания челки используйте обычные пластины. Подвигайте к голове, отрезайте половину и используйте модификатор зеркала. Создавайте форму. Выравнивайте по форме головы. Вторая часть. Подвигайте к голове, модификатор зеркала. Создавайте форму. Выравнивайте. Удостоверьтесь, что шелк растет по одной линии параллельно лицу. Для создания задней части используйте кубы. Подвигайте к голове, не забываем модификатор зеркала. Представьте примерно сюда и экструдируйте по нужной вам форме. Удостоверьтесь, что она выглядит правильно. Теперь скопируйте и переместите в другое место. Выровняйте. Скопируйте еще раз и уберите отражение снова. Корректируйте. Готово. Разумеется, это не единственный и не самый правильный способ делать волосы, но если вам хочется узнать о нем поподробнее, то смотрите это видео. Ссылки в описании нет, ищите сами. Пришло время текстурирования. Здесь я познакомился с такой вещью, как UV-развертка. UV-развертка — это по сути проецирование плоскостей 3D модели на 2D плоскость для последующего наложения текстур. Думаю, по данным картинкам вам примерно должно стать понятно, что я имею в виду. Подробно объяснять, как это происходит, я не буду, ведь бесплатных туториалов по этой теме сотни. Вот тут мои глаза действительно начали бояться. Но разумеется, все оказалось гораздо легче, и скоро вы узнаете почему. До начала работы над основными текстурами я попробовал сделать тестовые, используя популярный гайд. У меня получилась такая моделька. Но я понимал, что на этом далеко не уедешь, и мне пришлось изучать это более глубоко. Здесь мне на помощь снова пришел тот же автор, что и помог мне с волосами. В этот раз видео про текстурирование из серии гайда по созданию лоу-поли персонажа. Развертка.
При ее создании я не до конца понимал, зачем я делаю те или иные вещи и как было бы поступить лучше. Я не совсем понимал, как по итогу буду с этим работать при наложении текстур, тем не менее, я следовал гайду. И тут я вспомнил одну очень удобную вещь, которую ранее подсмотрел в другом туториале. Если выделить полигоны на модели, затем нажать клавишу U, а в открывшемся окне выбрать Project from U, то выделенные грани спроецируются на UV-карту точно так же, как вы видите их в окне редактирования модели. Таким образом, работа с UV-разверткой становится в несколько раз проще. Плюсом к этому так вам будет гораздо легче понимать, что чем является на мапе. Когда UV-развертка была закончена, пришло время текстурировать, опять же, используя тот самый туториал. И здесь мне пришлось перейти на другую прогу для рисования. Сейчас все объясню. Для того, чтобы эффективно работать с текстурами, мне нужно иметь возможность быстро сохранять холст и сразу же переключаться на Blender, наблюдая изменения и наложение текстуры на персонажа. Только вот я всегда рисовал в Ibis Paint на ПК. Кстати говоря, никому не советую, я просто привык. В этой программе банально нет возможности одним сочетанием клавиш или одной кнопкой сохранять PNG файл. Мне нужен другой софт. Я пошел искать. И я нашел. Krita. Из всех программ, что мне довелось использовать, Krita оказалась самой лучшей и самой бесплатной. Процесс продолжился. И здесь, именно в процессе рисования текстур я понял, что развертка и текстурирование — это невероятно легко. Все, что нужно для понимания, это просто сделать первую текстуру. Я окончательно понял, как и зачем мне нужно размещать острова на UV-карте, как я впоследствии буду с ними работать и так далее. Для того, чтобы комфортно рисовать, достаточно просто постоянно переключаться между рисовалкой и блендером. Несколько раз мне пришлось изменять саму развертку, но это никак не усложнило процесс. Таким образом, я быстро закончил текстуры персонажа. Персонаж готов. И какой же итог? Blender — это очень просто. Не моделирование, а именно Blender как программа. Просто посмотрите пару бесплатных курсов и идите смело прожимать кнопочки. Если что-то непонятно, спрашивайте нейронку, она вам вообще все разжует. Сложность состоит только в том, что моделирование — это по сути рисование в 3D. Вам нужно научиться переносить 3D-объекты из головы в программу, и этому, как ни странно, нужно учиться. Я считаю, что продвинутым художникам будет гораздо легче научиться хорошо моделировать, ведь опять-таки суть понимания устройства объектов. Разбитие на простые фигуры, понимание, например, анатомии — все это надо что в 2D, что в 3D. За время работы я выделил некоторые полезные каналы на YouTube, которые действительно помогли мне с созданием модельки в лоу-поле. Их вы можете видеть на экране. Я настоятельно рекомендую ознакомиться с их уроками, прежде чем начинать делать собственную лоу-поле модель. Еще из начала видео вы могли понять, что в Blender я полез не на ровном месте. Я являюсь художником, а теперь и 3D-моделером игры Dreamcatcher. Многого о ней сказать не могу, но у нас есть ТГК, в который будут сливаться прогрессы разработки, тизеры и остальное. Если вам интересно начать следить за этим проектом, ссылку на канал я оставил в описании. Если вы досмотрели до этого момента, вам, возможно, интересно мое творчество. Сразу сообщаю, что я не собираюсь вести этот канал регулярно и в одной тематике. Следующее видео может выйти в этом месяце, а может и в следующем году, поэтому совсем ничего не обещаю. Но если вам и правда есть дело до того, чем я занимаюсь вне этого YouTube канала, добро пожаловать в мой ТГК. Там я активно публикую все свое творчество. К примеру, прямо сейчас я рисую собственную мангу, начинаю изучать и работать над анимацией и еще много всякого по мелочи.